Всем привет, меня зовут Наталья, добро пожаловать на мой канал. Неделя моды в Париже. Самая длинная, насыщенная, местами утомительная, но пока еще самая влиятельная в этом карнавале стиля. На подиумах было все, что душа пожелает. И что наш гардероб далеко не всегда в состоянии вынести. Нынче многие бренды сменили руководителей, обновили идеи, покопались в прошлом, слегка заглянули в будущее и в результате выдали нам такую мешанину, распутывать которую придется, как старый клубок пряжи в ящике комода. Но как бы там ни было, в предстоящие холода утепляться, конечно же, стоит со вкусом. Для этого прямо сейчас, друзья, мы обсудим главные тренды и основные тенденции на предстоящий сезон осень-зима 2025-2026. То есть поговорим про моду, где слои одежды уже не каприз, а насущная необходимость. А еще попробуем понять, что из модных новинок можно точно надеть на себя и не выглядеть как мамина молодость или бабушкина штора. А что здесь исключительно подиумное искусство, которое не выйдет за рамки глянца и останется просто красивой фантазией. Где здесь настоящие жемчужины, а где мишура, которую даже на распродаже не хочется брать? Как всегда, мои дорогие, жду ваши версии в комментариях. Кто что примерил бы, о чем только пока поразмыслил, а что, как говорится, и даром не надо. Пусть и дальше остается пылиться на полках, может, дождется своего покупателя. Прежде чем рассуждать о самых топовых трендах сезона, хочу сказать от души большое спасибо всем, кто продолжает меня поддерживать лайками, подпиской на канал и добрым словом. Приятного просмотра, мы начинаем. В модном фокусе акцентные плечи или так надежное плечо. Тренд, который сложно было не заметить. Порой выглядит, словно мы идем устраиваться на должность завуча средней школы, где важна не только харизма, но и уверенный объем и ширина в плечах. А теперь вопрос к зрителям постарше. Скажите честно, мои дорогие, есть ли вообще в нынешнем мире фэшн-искусства что-то более родное сердцу, чем подплечники? Ну, разве что первая в нашей жизни косметика или фильм с Александром Абдуловым. Нынешней осенью мода снова достает из архива 80-х нашу любимую силу в плечах. И, надо признать, делает это с размахом. Причина в том самом перевернутом треугольнике. Сверху мощь, снизу миниатюрность. Прям как раньше. Блузка как у Роксоланы, юбка как у библиотекарши. Это не просто игра с пропорциями. Это наше заявление. Да, я могу. И пусть попробует кто-нибудь поспорить. Тенденцию активно поддержали дома моды Сен-Лоран, Стелла Маккартни, Acne Studios, Живанши, Луи Виттон, Изабель Маран, Алая, Хлоэ, Валентина. В этих силуэтах есть все – сила, уверенность и, конечно, щепотка той самой женственности с характером, о которой мы знаем не понаслышке. Особенно дамы, кто в прошлом лично отстаивал право на заветный дефицит в очереди у прилавка. Поэтому не удивляйтесь, если вам снова захочется выпрямить спину, сделать укладку волна, надеть жакет, нет, пиджак с подплечниками, высокие сапоги и внезапно начать напевать мотивы группы Кино, Мираж или Земляне. Эффект 80-х работает безотказно. А этот тренд можно назвать по характеру полностью противоположным предыдущему. Дизайнеры и стилисты дружно нам говорят: запомните, главный лозунг сезона – банты, банты и еще раз банты. Да, вы точно не ослышались. Те самые банты, которые когда-то украшали наши прически на выпускной. Теперь они снова заполонили подиум и вполне уверенно заявляют: мы здесь всерьез и надолго. Ведь их история в моде начинается еще с эпохи Ренессанс. С тех времен, когда элегантно повязанный бант считался символом благородства и тонкого вкуса, а не просто ленточкой от коробки с конфетами. В 18 веке пышными бантами или милыми бантиками оформляли все подряд, от корсетов до обуви. Последний раз мы видели их в Париже в 2023, как декоративный элемент на платьях и пальто. В этом сезоне любовь к бантам приходится на портретную зону, хотя в новых коллекциях можно найти массу и других вариантов. Модные дома разошлись на славу. Acne Studios повязали банты на воротниках джемперов, Живанши водрузил его на плечо. У Хлоэ бант дополняет блузу с пышными рукавами. А вот Дрис Ван Нотен и Нина Ричи не удержались и застегнули бантом бархатные жакеты. Дизайн-студия Шанель вообще пошла в разнос.
сделав главной темой показа атласную ленту, завязанную во множество бантов. И пусть иногда модный образ смотрелся как новогодний подарок, но кто сказал, что только елка может наряжаться снизу доверху? Лично я свой лайк, пожалуй, отдам белоснежному платью бренда Алая, которое было завязано бантами от воротника до подола. Это уже не про детский утренник или школьную форму. Это про уверенность, изящество, силу женской красоты. Трикотаж с преувеличением. На мой взгляд, самое подходящее название тренда – навязанные вещи оверсайз. В 80-е прошлого столетия трикотаж ворвался в моду с таким размахом, что даже воротнички на блузках дрожали от восторга. Хотя трикотажный бум случился даже намного раньше, а все благодаря неподражаемой Соне Рикель, которая вдохнула в него жизнь, шарм и французскую дерзость. Трикотаж вдруг стал не просто удобным, он стал заявлением. Сегодня наша любовь к нему никуда не делась. В этом сезоне дизайнеры будто вспомнили свою юность, только добавили немного авангарда. Они щедро наиграли с объемами, цветом, длиной, закрутили с асимметричным кроем и даже превратили свитеры в шарфы. В итоге мы получили настоящий модный буфет. Что это значит для нас? Все просто. Смело выбираем от более скромного «я только за хлебом» до наряда «дети и внуки будут в шоке». Нынче есть все, что душе угодно. Хоть с плечами, как у диско-дивы, хоть с романтикой в каждом стежке. Динамика и 3D-эффекты. Тренд интересный и достоин внимания. Если вам кажется, друзья, что мода давно успокоилась и теперь только аккуратно перешивает классику, спешу вас удивить. Французские кутюрье решили добавить в модные образы перчинку. Чтобы одежда смотрелась не только стильно, но и с характером. Данный тренд несет ощущение легкого головокружения. В хорошем смысле, конечно. Все благодаря отдельным деталям, которые так и норовят сменить картинку при каждом шаге. Следующий в моем списке – тренд на меховые изделия. Этот факт нельзя не заметить. Мех вернулся. Да еще и с характером. Сколько же лет мы с ним то мирились, то расходились. И вот он опять полноправный участник модных показов. Мех снова на подиуме. Он пришел, как давний поклонник, внезапно посвежевший и с букетом идей. Только, мои дорогие, не торопитесь доставать из дальнего угла шкафа старую шубу. Теперь в моде изысканные детали, а не полный меховой разворот. Участники Парижской недели дружно заявили: мех должен быть в малых дозах, но с огоньком. И здесь случилась настоящая меховая игра. Вот Габриэла Хёрст, например, нарядила в мех сапоги-казаки, и Саап и Бальма укутали в него ботфорты. Да, наши ножки тоже хотят тепла и уюта. Однако среди главных фаворитов сезона, ко всеобщему удивлению, вдруг оказались меховые хвосты. В коллекции дома Клоэ их закрепили на модных нарядах длинными золотыми цепочками. У Рабан пушистые хвостики дополнили подолы платьев и пальто. Бренд Acne Studios украсил ими сумки. А вот в осенне-зимней коллекции Нина Ричи ставку сделали на меховые горжетки. Смотрится стильно и даже слегка эпатажно. Впрочем, следуя общей тенденции, дизайнеры все же не забыли включить в линейку на холодный сезон теплые шубы и меховые уборы, где среди последних в особом почете довольно объемные и внушительные по размеру шапки-ушанки. Теперь поговорим немного о принтах. В почете люксовых брендов окрас хищников и более мирных животных, а еще узор под питона. Дикая мода сегодня переживает уже не первую молодость. Она выходит на подиум с улыбкой и шармом. Да, в тренде снова звериные страсти. Но не спешите хвататься за шкуру леопарда и сшивать из нее пальто. Все куда деликатнее. Анималистика нынче идет в элегантной подаче, в близких к природным оттенках. Для начала можно обратить внимание на обувь и головные уборы. А дальше уже по нарастающей, если душа просит сафари. Стоит заметить, что главной модной иконой сезона Парижем был все же назначен питон. Стилисты рекомендуют: принт а-ля змеиная кожа оживит даже самый скромный гардероб. Конечно, вам не обязательно это носить. Здесь о вкусах не спорят. Некоторые вещи, скажем, сумочку, мне хочется просто поставить на комод и любоваться. Хотя я не прочь примерить пару образов из коллекции Габриэла Хёрст. Чем-то они меня зацепили. И напоследок, друзья, давайте попробуем найти ответ на волнующих многих вопрос.
Где будем делать талию? Ведь она бывает такой же неуловимой, как капризная дама, которая в нынешней моде столько раз меняла свое местоположение. Наверное, она уже и сама не знает, где ей полагается быть. То линию талию возносят к груди, как в эпоху ампир, то опускают к самым бедрам, будто она провинилась. В общем, из года в год бренды буквально бросаются в крайности. Но иногда, к огромному счастью и радости, дизайнеры позволяют побыть талией там, где ей действительно удобно, на своем законном месте. Сегодня мода, как маркетолог, анализирует наши потребности и предлагает солидный выбор. Хотите, затягивайте пояса потуже на талии с помощью ремней, вдохновляясь строгим парижским шиком Hermès, Louis Vuitton, Balmain или Rabanne. Хотите, сдвигайте пониже на бедра в духе модных образов Стелла Маккартни, Хлоэ, Виктория Бекхэм, Изабель Маран. Ну а если вдруг устали от высокой моды и захотели чуть больше практичности в дуэте с комфортом, всегда можно вспомнить золотое правило, где Париж, как мудрая подруга, уверенно говорит: «Носи как нравится, мода для нас, а не наоборот». Так что берем пояс, ремень и немного нашей фантазии. В конце концов, милые дамы, главное не в том, где находится талия, а как мы себя в этом чувствуем. Ведь истинная красота, она внутри. А что талия? Она все стерпит. Она уже многое видела. Да, мода по сути – это бесконечная гонка, в которой нам с вами совсем не хочется быть в отстающих. А если за ней не следить, не обсуждать новые тренды, она точно проскользнет мимо. Так как подумает, что мы совсем не в теме. На этом будем прощаться, друзья. С интересом жду обсуждения модных тенденций, которыми отличился Париж, в комментариях к видео. Надеюсь, вы не забудете черкнуть пару слов, подписаться и поставить лайк. Это как маленькая порция доброты. Вам не трудно, а мне приятно. Всем удачи в поиске личного стиля, и даже если кошки скребут на душе, встречайте утро с теплой улыбкой и с солнечным настроением.